Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я покажу, как приготовить идеальное тесто для пряников под роспись или под декорирование. Рецепт достаточно простой, готовится все быстро, пряники получаются очень вкусными, с гладкой и ровной поверхностью. Также этот рецепт можно использовать как базовый для кондитерских, изготавливая из него пряники и медовики. Итак, с самого начала нам нужно разделить яйцо на желток и белок. Желток мы будем использовать для теста, а белок можем использовать для приготовления айсинга. Нам нужен сотейник с толстым дном, и сюда мы высыпаем сахар и добавляем мед. Помните, что от вкуса и качества меда будет зависеть вкус самих пряников. Немного смешаем сахар с медом, чтобы они соединились между собой. И теперь ставим на умеренный огонь. Нам нужно нагреть эту массу, чтобы растворился сахар. Но этого мало. Нам нужно будет еще немножко ее проварить, закарамелизировать мед с сахаром, чтобы добиться красивого цвета и также вкуса. Как только эта масса начнет кипеть, уменьшаем огонь, и теперь несколько минут нужно, чтобы сахар с медом немного покипел. На данном этапе есть очень важный нюанс. Цвет данного сиропа будет напрямую влиять на цвет пряников. Если вы хотите более светлые, то можете поварить буквально 2 минутки и снимать с огня. Если вы хотите, чтобы пряники были более красивого коричневого цвета, то сироп нужно немножко дольше поварить на минимальном огне. После добавления соды цвет тоже немного меняется, и мы сейчас посмотрим, достаточно нам цвета или нужно будет еще доварить. Подготовьте себе сразу специи. Пряности подбираем по вкусу. Можно дать корицу, имбирь, ванилин. Можно даже добавить немного красного перца, гвоздики. Корицы надо добавить где-то пол чайной ложки, а все остальное по щепотке. Наша масса немножко поменялась, она стала более желтоватой. Снимаем с огня. Сразу добавляем специи и добавляем соду. После добавления соды, вот масса у нас запенится, это так работает сода. Вот смотрим теперь на цвет. Мне кажется, что он слишком светлый, поэтому я еще немножко его доварю. И сейчас вы увидите, как на ваших глазах поменяется цвет. Желательно тоже не перегреть, чтобы не сжечь вот эту массу. Если слишком пережжем сахар, то будет немножко и горчинка, и пряники получатся слишком темные. Вот на этом этапе нужно смотреть по цвету. Вот мне кажется, вот такой цвет будет достаточно. И снимаю я с огня, больше варить не будем. Вот сироп у нас зазолотился. Вот такой цвет, мне кажется, будет достаточно. Такой золотой оттенок. Еще хорошенько смешаем, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Сюда добавляем масло. Сразу хочу сказать, что масло можно брать любое, даже самое дешевое. В данном рецепте не имеет значения. И также хорошо смешиваем, чтобы масло растворилось. Теперь оставим в помещении буквально на 10 минут, чтобы эта масса немного остыла. И после этого продолжим. Добавляем желток. Хорошенько смешиваем и после этого просеянную муку. Высыпаем прямо всю порцию и начинаем замешивать тесто. Сначала замешиваем лопаткой, так как все-таки масса еще горячая. После этого выкладываем тесто на чистый стол и домешиваем руками. Поначалу тесто будет вот такое рассыпчатое, но как только мы возьмем его в руки и начнем выминать, оно станет гладким и эластичным. К рукам оно не липнет. Очень пластичное тесто, такое податливое, с которым легко и приятно работать. Вот теперь мы формируем такой прямоугольник или квадрат толщиной где-то в 2 сантиметра.
Заворачиваем тесто в пленку, и нужно, чтобы это тесто отлежалось хотя бы 30 минут в помещении. После этого можем сразу приступать к работе, то есть делать пряники. Если вы не будете использовать тесто сразу, то также можно его поставить в холодильник. Вот, у меня оно лежало в холодильнике. Я вчера не делала пряники, а только уже на следующий день. Посмотрите, после холодильника оно такое твердое. Вот в таком состоянии с ним работать не надо. Надо оставить его опять в помещении, чтобы оно отлежалось и нагрелось до комнатной температуры, чтобы стало вот таким эластичным и податливым. Ну все, сейчас будем делать пряники. Легче работать с маленьким количеством, поэтому мы возьмем половину порции, а вторую оставим в пленке. Теперь мы этот пласт будем раскатывать в пленке. Вот оборачиваем, берем пленки больше, чем сам кусок теста. Площадь теста будет увеличиваться, поэтому нужно это учитывать. Вот, и теперь будем раскатывать. Тесто легко раскатывается, с ним в принципе нет проблем. Лучше всего раскатать вот это тесто до 5 миллиметров, то есть где-то полсантиметра. Это если вы хотите получить стандартные такие мягкие вкусные пряники. Открываем тесто. Можно еще для уверенности пройтись скалкой, разгладить все неровности. Перед тем, как вырезать, чтобы была стопроцентная гарантия, чтобы у вас там было все ровненько, тютелька в тютельку, чтобы прянички получились с ровными гладкими краями, вырубку лучше перед этим смазать подсолнечным маслом. Тогда разрез будет ровным, тесто не будет цепляться за вырубку, то есть вообще вырезаться будет без проблем. Так, теперь собираем все обрезки. И теперь аккуратненько берем вырезанные фигурки и перекладываем на пергаментную бумагу. Кладем пряники с небольшим расстоянием друг от друга. Нужно учитывать, что они еще будут немножко увеличиваться в размере, чтобы где-то друг друга не зацепили и не испортили нам ровные края. Теперь отправляем в духовку на 150 градусов на 6 минут. Тогда у нас получится в меру мягкие пряники. После того, как наши пряники испеклись, еще один важный момент. Прямо сразу, как вы их только вытащили из духовки, нужно взять какой-нибудь твердый поднос или что-нибудь такое подходящее. Вот слегка прикладываем и прижимаем. Тем самым мы тоже выравниваем поверхность. Она будет гладкой, ровной. Вот вы прямо увидите, что вот поверхность прямо выровнялась. Вот, оставляем пряники, чтобы они остудились. После этого снимаем с пергаментной бумаги. Вот, посмотрите, какие они получились ровненькие, гладкие. Все краешки четко вырезанные. То есть практически это идеальные пряники для декорирования. Очень все ровненько и хорошо получилось. Если, к примеру, у вас нет никаких вырубок, вы можете сделать своими руками на бумаге трафарет любой фигуры, какая вам нужна. Таким способом мы тоже можем делать классные пряники, даже если у нас нет вырубок и нечем пользоваться. Ну и также я покажу, как это тесто ведет себя, если вам нужно будет делать пряничный домик или какой-нибудь там сложный 3D-декор из пряников. Вот на данном примере я покажу, как оно хорошо выпекается. Вот сейчас сделаем такой простой элемент. Нам нужно также тонко раскатать тесто. Вырезаем ровную полосочку, учитывая размер формы. Не снимая с пленки желательно. Оборачиваем форму теста. Видите, с пленкой работать легче. И теперь нам надо повторить вот эти все изгибы. Здесь лишнее уберем. Стыки зажимаем пальцами. Вот и еще стеком подправим так, чтобы у нас получился такой четкий отпечаток. Ну вот как бы
Тесто мы выложили вокруг формочки. И вот в таком положении отправляем выпекаться. Приблизительно 6-7 минут 150 градусов. После выпекания оставляем остудиться прямо с формой. После этого вытаскиваем из формы. Края ровненькие, трещин нет. Обратите внимание, какой классный цвет у этих пряников. Такой, ну я не знаю, мне очень нравится. Такой янтарный, светлый янтарный, такой очень красивый цвет получился. Ну и вкус, конечно, тоже, я вас уверяю, эти пряники очень вкусные. Чтобы пряники сохранили свой вкус и чтобы оставались мягкими, мы их упаковываем в пакетики. Даже если потом продекорируете, тоже нужно хранить в пакетиках. В таком виде мы их храним в помещении. Сроки хранения стандартные, как у печенья. Я думаю, несколько месяцев они спокойно могут лежать. Очень хотелось бы, чтобы этот рецепт вам понравился и у вас все получилось. Напоминаю, что рецепт и вся нужная информация есть в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь и до следующего выпуска. Пока-пока.